Привет. Планировал чуть-чуть позже начать торговую сессию, но посмотрел на графики и увидел несколько ситуаций, которые прям очень хорошо подходят по моей стратегии, и поэтому думаю прямо сейчас зайду и начну заключать несколько сделочек. Начинаем мы с баланса в 1070 долларов, риск на сделку у меня 1,5%, риск на всю торговую сессию 5%. Открыл первую сделку. Увидел я здесь, что монетка после очень сильного отката, ее очень агрессивно выкупили, и в какой-то момент мы начинаем продолжать лонговое движение. Плюс здесь начали обновляться максимумы и складывается впечатление, что мы можем продолжить дальнейший рост. Также у нас есть возможность ставить маленькие стоп-лоссы и потенциально брать хорошее соотношение. Поэтому, если трейдеры здесь реально заходят в лонг, то я открыл шортовую позицию и попытаюсь взять какое-то импульсное движение вниз на сбор их стоп-лоссов. У нас плавно подходит к тейк-профиту и в принципе импульсом забрала нас. Отличная первая сделка. Зашел в еще одну сделку, но, к сожалению, тут-то я зашел. Моя частая проблемка, захожу со стоп-лоссом намного больше, чем нужно. И получил моментальный импульс против меня, который меня закрыл. Открылся я еще раз по вот этой вот монете. Снова забыл, что стоп-лосс нужно ставить чуть подальше. Зашел на полный объем, хотя нужно было заходить только на половинку. И надеюсь, за это меня не накажет, но хотя буквально любое еще движение вверх, и эта сделка у меня также может спокойно закрыться по убытку. Заходил я здесь, потому что мы движемся такими волнообразными движениями, и после очередного импульса вниз мы начали расти. Мне показалось, что трейдеры будут заходить на продолжение роста, потому что рост относительно только начался. Первая была зеленая свеча, и обычно после первых зеленых свечей идет еще несколько зеленых. Мне показалось, что трейдеры будут заходить на продолжение движения и открывать шортовые сделки, точнее лонговые, но все-таки короткий стоп-лосс меня наказал, и сделка закрылась в убыток. Открыться я еще раз по вот этой вот монете, в этот раз стоп-лосс поставил чуть подальше, не знаю, спасет ли нас это или нет, но тут мы видели, что после сильного роста монетка не начала откатываться, а постепенно вот так поджимается и как будто будет дальше идти вверх. Мне показалось, что на этом фоне трейдеры будут заходить на продолжение движения, но похоже я здесь снова ошибся и получил еще один третий стоп-лосс на вот этой вот монете. Не знаю, это, наверное, ошибка, но я решил открыться еще раз по вот этой вот монете. Мы подошли к уровню сопротивления, но в какой-то момент сложилось лично у меня впечатление, что все-таки рост вверх должен продолжиться. И поэтому, как мне показалось, трейдеры будут здесь открывать более лонговые позиции. Но, возможно, это ошибка, и сейчас посмотрим на результат этой сделки. Принял решение, лучше сам сейчас закроюсь. Да, все, закрыл я эту сделку, потому что у меня немножечко не дошло, буквально 2 пункта к нашему тейк-профиту, и я решил просто закрыться здесь руками. Но в любом случае взял свой тейк. Открыл еще одну позицию. Тут у нас монета находится в шортовом движении, и в какой-то момент мы дали очень сильный импульс вверх, выкупили все падение, и складывается впечатление, что здесь у покупателей может быть больше сил, и поэтому я решил открыть здесь шортовую сделку. Так как мы плавненько начинаем двигаться вверх, дая возможность открывать сделки в лонг, и попытаться в теории взять какой-то здесь разворот с минимальным риском. Если здесь реально открывает большинство трейдеров позиции в лонг, то я открыл шортовую сделку и попытаюсь взять небольшое импульсное движение вниз на обновление вот этих минимумов
там, где, как мне кажется, прячут свои стоп-лоссы трейдеры. К сожалению, эта сделка закрылась у нас по стопу. Зашел в еще одну позицию. Мы увидели, что здесь у нас монета очень сильно растет, и в какой-то момент она сделала откат. После чего начала плавненько замедляться, и с этого замедления начала выходить плавненько вверх. Складывается впечатление, что мы можем дальше продолжить рост вверх. Также у трейдеров есть возможность поставить короткий стоп-лосс и попытаться зайти, брать хорошее соотношение, заходить по тренду, и на этих всех факторах я открыл шортовую сделку. Как мне кажется, должно быть какое-то обновление минимумов и сбор стопов лонгистов. По чуть-чуть у нас подходит к нашему take профиту, и я поставил еще и за такое круглое число, потому что, скорее всего, здесь все лонгисты прятали свои стоп-лоссы. Поэтому, по идее, в любую секунду какой-то импульс в нашу сторону, и да, сделка закрывается по take профиту. Открыл новую сделку. Также мы видим, что монета движется таким волнообразными движениями. И сейчас мы находимся возле зоны поддержки. Также она очень сильно растет. И в принципе уже это значит для меня, что большинство трейдеров по умолчанию будут рассматривать здесь сделки по тренду. Также у нас есть возможность поставить короткий стоп-лосс. И именно поэтому открывалась здесь шортовую сделку. Как мне показалось, что трейдеры могут открываться вот в этом небольшом накоплении в лонг. И, кстати, отлично. Импульс был в нашу сторону, но, к сожалению, я не успел поставить еще take profit. Поэтому попытаемся сейчас быстренько закрыться. Импульсным движением нас забирает здесь по take профиту. Еще одна прибыльная сделка. Кажется, здесь получится заключить отличную сделку. Мы видим, что монета сейчас в шортовом движении, и в какой-то момент мы стали в очередное такое накопление и начинаем снова поджиматься вниз. Складывается впечатление, что минимум очередной раз будет обновляться, и есть возможность заходить чуть зараньше и ловить какое-то импульсное движение вниз. Поэтому я рассматриваю здесь отличную лонговую сделку. Как мне кажется, трейдеры сейчас будут открываться в шорт, чтобы словить импульс на движение вниз. Но все-таки я рано открылся, и меня здесь закрыло сразу же по стопу. Решил открыть еще одну сделку. Сегодня что-то прям много сделок. По этой монетке я сегодня уже заходил. Мы после очень сильного падения это все падение выкупили и начали дальше плавненько двигаться вверх. У трейдерам дают возможность ставить короткий стоп-лосс и потенциально брать продолжение движения вверх. Поэтому я открыл здесь шортовую сделку и хочу взять какой-то импульс вниз. Движение вверх у нас продолжается, и эта сделка может закрыться по стопу. Скорее всего, так, кстати, и случится. Но в принципе тут у меня было хорошее соотношение, и в целом сделка абсолютно верная по моей стратегии. Большинство таких сделок закрываются с take профитом. Тут у нас монета очень сильно поджимается вниз и иногда очень сильно простреливает. У меня складывается впечатление здесь, что мы можем еще на раз такой прострел пойти, поэтому возможно здесь трейдеры будут открывать шортовые позиции, чтобы словить какое-то импульсное уже движение вниз. Но это, как я сказал, больше такая секундная сделка, потому что в ней я буду прям, скорее всего, очень маленькое время. Подходит у нас к стопу, и да, к сожалению, закрылись по убытку. Тут у нас есть уровень поддержки небольшой, монетка сильно летит, и мне показалось, что трейдеры от этого уровня будут заходить на продолжение движения и пытаться ловить дальнейший рост. Поэтому я открыл шортовую сделку и хочу взять какое-то движение вниз. Okay, let's go.
подходит у нас еще раз к нашему take-профиту, и в этот раз нас забирает, и сделка закрывается. Наверное, на этом буду завершать данную торговую сессию. Заканчиваем мы, в принципе, с таким балансом, с которым мы начали. Но я вижу, что уже начинаю терять фокус, допускать ошибки и заключать плохие сделки. Поэтому закрывается данная торговая сессия в ноль. И чуть позже еще поторгую.